Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович. В этом видео покажу самый сильный и самый прибыльный сигнал, который мы с трейдерами используем для торговли по тренду на коррекциях, и как этот сигнал позволяет ловить нам самые лучшие цены. Еще мы разберем один интересный факт. Если вы смотрели мое предыдущее видео, я показывал статистику по этому сигналу, который сделал 22% прибыли за месяц, но при соотношении всего лишь 38-39% прибыльных сделок. Давайте разберем. Основная концепция, основная модель торговли подразумевает некое направленное движение, импульсное движение. Затем мы ждем коррекцию от этого импульсного движения и стрелочный сигнал на продажу TC Sell, либо, если это бычье движение, TC Buy. Как правило, мы получаем самые лучшие цены на коррекции. То есть вот у нас было импульсное движение, да? Это фьючерс на нефть WTI, коррекция. Мы видим стрелочный сигнал TC Sell. То есть мы получаем самые лучшие цены. Это не только единичный пример, таких примеров сотни. Если вы сейчас торгуете по системе в рамках импульс коррекции по этому сигналу, вы можете наблюдать это практически везде. Особенно если это первое импульсное движение, вот после того, как рынок находился в консолидации, пробил зону, вернулся, вот создаются самые лучшие условия. Так вот, возникает вопрос, ведь это самый прибыльный сигнал, и почему тогда у меня 38% прибыльных сделок? Ну, хотя сейчас за эту неделю процент подрос, в среднем процент, конечно, выше 58, но хотелось бы вернуться вот к прошлой неделе. Огромное количество моих сделок, которые я открываю по этому сигналу, они изначально имеют хорошую прибыльность, как правило, даже 1 к 1, в том смысле, что если я здесь продаю, и если я ставлю take profit на предыдущем low, то процент достижения этого take profit очень-очень-очень большой, и, казалось бы, почему бы так не торговать. Но я знаю, что, как правило, рынку свойственно двигаться дальше в направлении тренда, и моя задача поймать это большое движение и по возможности дальше добавлять к позиции. Тем самым вот на этом маленьком количестве прибыльных сделок максимально капитализироваться. Вот что важно. То есть меньшими усилиями не пытаться в каждой сделке взять максимальный профит. Нет. А там, где рынок тебе дает, и когда рынок идет в твою сторону, пользоваться этим по полной программе. И за счет этого получилось 22, даже сейчас чуть побольше, там 23-24% за месяц, может быть, чуть больше. Да, так вот, я всегда ставлю расширенные цели. Если я здесь продаю, то моя цель не здесь. Если бы я ставил здесь, процент был бы, может быть, 70, может быть, чуть больше, чуть меньше. Я ставлю расширенные цели по Фибоначчи зонам. Мы берем минимум, максимум коррекции. То есть после того, как появился стрелочный сигнал, минимум, максимум коррекции. Вот у нас две Фибоначчи зоны. Мы видим здесь Take Profit 1 и Take Profit 2. Вот здесь. Соответственно, первая основная зона, где можно брать take-профиты, это вот здесь. Первая Фибоначчи зона. Это вариант номер 1, как можно поступить здесь. И тогда мы получаем соотношение. Это наш потенциальный риск, потому что стоп-лоссы уходят за хай. Ну вот здесь мы можем взять вот эти экстримы. Еще об этом поговорим, где правильно ставить стоп-лоссы. Сегодня видео может растянуться. Да, поэтому делайте пометки, потому что это самая лучшая комбинация рыночная, что вы делали профиты. Даже при том, что вы допускаете какие-то ошибки, у вас что-то там не получается, вы торопитесь и так далее, вы все это можете компенсировать 1-2 хорошими позициями, если максимально на них сконцентрируетесь. И вот сейчас мы об этом будем говорить. И это таргеты, да, это первый таргет. Я не беру второй, я беру первый таргет, который достигается, конечно, чаще, чем второй таргет. Это тоже нужно понимать. Давайте обозначим его как зеленый. Да? И, соответственно, посмотрите, 1 к 2,5, да, соотношение мое, 1, 2,5, даже, может быть, 1 к 3. Это первый классический вариант, когда мы входим здесь, ставим тейк здесь и просто ничего не делаем. Там соотношение фиксировано от 1 к 2 до 1 к 3, 1 к 4, в зависимости от глубины коррекции. Все, ничего не делаем. Второй вариант, он динамичный, он подразумевает как раз наращивание позиций, и мне такой вариант ближе. Это не ставить take profit на первую зону, а поставить сразу на вторую зону, и как только рынок делает новый минимум после стрелочного сигнала, вот здесь мы сделали новый минимум, закрылись ниже предыдущего лоу, на следующей коррекции добавить к позиции по сигналу либо такому же стрелочному, либо по ротации бара, изменения цвета свечи. Мы видим, рынок начал корректироваться, бары стали зелеными, затем снова красными. Да, и продать здесь, добавить к позиции. И тогда менеджмент управления сделкой будет выглядеть следующим образом. Как только я принимаю решение
поставить на Take Profit 2 после Sell здесь, вот сюда, поставить Take Profit сюда, после продажи здесь. И как только цена достигает первой зоны Take Profit, я беру свой стоп, который здесь, и передвигаю в ноль. Почему? Потому что я должен уважать структуру рынка и поведение рынка. Рынку свойственно реагировать на первую зону Фибоначчи, и мы отсюда можем выстрелить. Минус в том, что да, я могу упустить некую прибыль. И в зависимости от кондиции рынка, мы сейчас об этом тоже будем много говорить, в зависимости от того вообще, что делал рынок до этого, в зависимости от того, где у нас ключевые уровни, есть ли впереди уровни, которые могут препятствовать нашим таргетам, мы принимаем решение, каким образом торговать. Ставить Take Profit 1 здесь или ставить расширенный, если есть, как я называю это, технический карман. Технический карман – это когда пробит уровень и до следующего уровня большое расстояние, до следующего уровня со старшего таймфрейма. Так вот, я перевожу позицию в ноль здесь, мы ищем позиции для наращивания здесь, и стоп уходит сюда. Если, допустим, я здесь продаю по сигналу, допустим, по ротации бара мой стоп здесь, то есть, получается, я открываю как бы отдельную позицию. И мы делаем то же самое. Мы берем минимум, максимум, берем Фибоначчи зоны, и у нас получается Take Profit 1 от этой продажи и Take Profit 2 от этой продажи совпали, и мы можем оба Take Profit поставить сюда. Понимаете, да? И таким образом иметь, да, еще один потенциальный профитный трейд в соотношении 1 к 2. Это соотношение здесь будет чуть поменьше. 1 к 2, может быть, чуть там 1, 2 и 2. Вот таким образом. Да? Вот что я делаю очень-очень часто. И давайте сейчас, кстати, вернемся к цифрам, покажу. Вот здесь. Да? Вот за счет чего я выскочил вот здесь, потому что некоторое время я топтался на месте. Да, это начинал я с 28 июня, да, топтался на месте. Мы видим, ничего не происходило, затем прорыв, затем небольшая пауза. И вот буквально в пятницу после нон-фарма мне удалось сделать небольшой новый хай. Да, и вот мы видим 12, где здесь показатель, 23, ну, грубо 24%. Только за счет вот этой комбинации сигналов, при том, что показания, посмотрите сюда, прибыльные трейды 46%, хотя предыдущий обзор был 38 или 39, да, процентов. Причем хочу заметить, что какое-то время я находился в консолидации, ничего не происходило. Посмотрите, я торговал то же самое, ничего. То есть это были периоды, когда цена, я селил здесь, цена доходила сюда, колебалась, бум, вылетала. Или я селил здесь, цена доходила где-то сюда, бум, вылетала. То есть, когда рынок не был в состоянии моментума, мы не видели каких-то продолжений движений, мы не видели какого-то усиления волатильности. И чаще всего вот в таких кондициях я буду получать лоссы или буду оставаться в нуле. Но как только рынок начнет двигаться по тренду, а это в любом случае происходит, особенно если торгуешь интрадей на минутных графиках, да, может быть, в этот день нет, на следующий день, или это на каком-то новостном фоне, то ты можешь поймать огромное движение. Более того, мы можем эту лесенку продолжать дальше. Допустим, если мы здесь продали, закрыть этот take profit и искать новые возможности. Вот мы видим снова ротация бара, снова здесь продать, стоп-лоссы здесь. И таким образом пошло-поехало до тех пор, пока вот эта тенденция не прервалась. Мы не знаем, когда она прервется. Если мы с вами посмотрим на просадку, то она осталась на прежнем уровне, это 10%, я допускаю 15-18%, хотя некоторые профессионалы говорят, что можно там, до 25-30%, но слишком глубокая просадка потребует от меня чудовищной концентрации внимания, и практически я не имею права на ошибку. Но у меня есть козырь, и у большинства из вас, кто торгует в рамках вот такой методологии, есть козырь. Это как раз вот такие рыночные ситуации, когда вы за одно движение, либо один вот этот моментум, можете взять большие профиты и закрыть и психологическую вот эту дыру, да, когда вы там все равно чувствуете некую подавленность, да, недовольство и так далее, неважно, это вследствие своих ошибок, либо рыночная ситуация неблагоприятна была, все равно как-то реагируете на это. Да. Каждый раз, когда мы добавляем где-то здесь, первая позиция должна быть без убытки, первая позиция должна быть застрахована, либо мы можем какие-то деньги брать. То есть масса вариантов, но я вам показал два основных сценария. Это фиксированное соотношение, либо по ходу наращивать позицию. Есть бесспорно какие-то исключения, но это основная модель, в рамках которой
Мы торгуем с трейдером на коррекции, в основе которой лежит конкретная причина на вход в рынок. Сигнал некий экстрим, потому что если эта стрелка появилась после импульсного движения и коррекции, очень вероятно, что это точка финальная перед продолжением движения, как минимум сюда, дальше сюда, и следующую зону мы видим тик в тик. Рынок протестировал, дальше мы видим снова сигнал, но это уже вечер, тоже нужно учитывать, если вы торгуете на минутных графиках. Неважно, там, фьючерсы, это нефть, золото, индексы какие-то, не имеет значения. Старайтесь не торговать после 7-8 часов вечера по Москве, потому что дальше уходит основная масса, основная ликвидность с рынка. И да, бывают, конечно, вот как по золоту, да, там какие-то нон-фармы или какие-то процентные ставки, рынок может беситься, но в целом старайтесь после этого не торговать. Давайте в качестве примера разберем пару доллар-иена на часовом графике. Вот если вы посмотрите на текущий график, вы увидите сильное направленное движение, импульсное движение. То есть произошел прорыв волатильности в обратном направлении, хотя до этого мы наблюдали бычий рынок, и посмотрите, каждый минимум этого рынка, то есть каждая коррекция, мы видели стрелочный сигнал на абсолютных минимумах, то есть мы получали лучшие цены, и рынок достигал наших тейк-профитов. Так вот, сейчас мы ждем аналогичной ситуации, коррекции в район куда? Мы видим структуру здесь, предыдущий уровень, мы видим чуть выше зону, это отметка между 107 500 и 107 300. То есть мы можем выделить вот этот бокс, и как только цена скорректируется, а рано или поздно она скорректируется, особенно после таких сильных движений, неважно, отсюда либо упадет ниже, потом придет, от этого область никуда не денется. Так вот, как только рынок придет сюда и сформирует стрелочный сигнал TCSL, мы сразу входим. Вот к чему я говорю, что вот этот подход самый сильный, потому что он самый простой. Когда очень много условий, трейдер думает, ой, сейчас это должно быть, а рынок уже пошел. Мы получили здесь сигнал TCSL, стрелочный сигнал на продажу. Мы берем наш инструмент Fibonacci и смотрим, да, где наши таргеты. Мы первый таргет здесь, то есть получается вот такая, примерно, да, давайте набросим. Это наш стоп, это наш первый таргет. Если мы будем использовать концепцию наращивания позиций дальше по тренду, нам нужно посмотреть, нет ли структур слева, которые нам мешают это делать. Может быть, слева есть зоны, да, когда мы не можем поставить расширенные цели. Вот, например, эту зону мы пробили, давайте чуть ниже. Посмотрите, ниже никаких важных структур нет. Отлично. Теперь, это наш первый таргет. Мы можем поставить фиксированный тейк и ничего не делать. Вошли, здесь стоп, здесь тейк, и будь что будет дальше. Второй вариант, это сразу поставить тейк профит сюда. Ну и, соответственно, если рынок доходит до первой Fibonacci зоны, мы перевели позицию в безубыток, затем мы ждем восстановления рынка. Если рынок восстанавливается и дает нам сигнал здорово, мы здесь снова селим. Да, и также используем Fibonacci для постановки таргетов. Основная цель у нас здесь, ну и от этой зоны у нас где-то take profit 1 будет здесь. То есть видите, какие варианты могут быть по направлению движения цены, и ведь это будут очень большие take профиты, потому что суммарно наш риск, если мы возьмем здесь, допустим, вход потенциальный, будет там, 40 пунктов, а первый таргет будет к 3, да, почти 120 пунктов, плюс-минус. Если основной таргет это 200 пунктов. Посмотрите, какое у нас получается соотношение. Более того, если мы достигаем 2 таргетов, суммарно мы можем получить по первой позиции 200 пунктов, да, а по второй, если мы даже берем стандартный тейк, вот, допустим, мы здесь продали по сигналу, и рынок сделал новый лоу, дошел до первой Fibonacci зоны, которая здесь. Да. Давайте возьмем low-high. Посмотрим, да. Дошел до первой зоны. И здесь мы тоже имеем шанс потенциально взять еще 300 пунктов за одно движение. 300 пунктов при риске, да, в одной позиции, потому что мы рискуем только одной позицией, что самое интересное, не 2, а одной. При риске в 40 пунктов. Представляете, какое соотношение? Вот за счет этого вы можете делать большие профиты, используя простую модель: 1 сигнал, либо 2 сигнала в виде ротации бара. Если вы используете этот метод, ваш процент прибыльных сделок, он будет низкий. Но как только рынок будет двигаться в вашу сторону, вы будете чувствовать себя королем и будете делать большие профиты. Вот таким образом действуйте, и тогда будет ваша статистика торговли двигаться наверх. Контролируйте риски. Под этим видео ссылка на систему Cluster Trader. Ну и всего хорошего. До встречи. Пока.